Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэйкук – это касаться его под столом. Девятое место. Просто Тэхёну нужно все внимание Чангука. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Разлука и воссоединение. Изменилось ли что-то в отношениях Вигу?». О чем говорит новое фото Вигу после долгой разлуки? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Разница видна сразу. Седьмое место. Ох уж этот взгляд. Шестое место. Поведение пары. Они были так свободны и влюблены в этот день. Это буквально кадр из романтического фильма. Пятое место. До сих пор удивительно, как нам это показали. Четвертое место. Забота. My Safe Place. Третье место. Новости.
Минутка милых новостей. Один из сослуживцев Чангука добыл автограф для своей старшей сестры, о чем она поделилась в своих социальных сетях. «Мне так повезло, что у меня есть такой брат». Кажется, кто-то заработал себе титул «Брат года» и пожизненную бесплатную кормежку в ее доме. Тэхён так аппетитно кушает. Ким Тэхён недавно оставил рукописный автограф и краткое сообщение ободрения одному из своих сослуживцев во время его военной службы. Сообщение гласило: «Ты много работал, отражая товарищество и признательность в рядах». Еще несколько дней, и мы их увидим вместе. Одна девушка сказала, что у нее было плохое настроение после того, как она отправила своего ребенка в детский сад, потому что накричала на него. Она чувствовала вину за это, однако, послушав слоу-дансинг Тэхёна, она почувствовала себя исцеленной, как будто она была в лесу. Она порекомендовала песню участникам своего онлайн-кафе. Другая участница ответила, что всякий раз, когда она смотрит клип на эту песню и слушает ее, у нее возникает ощущение, будто она находится в голубой пещере в Средиземном море. Касаться нашей души – огромная победа для артиста. «12 лет с нами». Малайзийская фан-база Тэхёна Тэйханг Малайзия, чтобы отпраздновать 12-ю годовщину дебюта Ким Тэхёна, сделала пожертвование в Дженераси Джемалан от имени Тэхёна. Фонд фокусируется на расширении прав и возможностей детей из неблагополучных семей в Малайзии, предлагая им равные возможности разорвать порочный круг бедности с помощью образования, повышения грамотности и питания. Мы надеемся, что больше детей получат помощь, как Тэхён помог многим нуждающимся. Важное, доброе дело. Спасибо. «12 лет назад, в этот день, Чангук был представлен как главный вокалист, ведущий танцор, саб-рэпер, центральное лицо и макне BTS. В корне изменив отношение к поп, он взлетел далеко за его пределы. BTS 7 Superstars, пока ничего не изменилось. Сегодня и завтра давайте снова будем вместе. Возвращение BTS – это не просто возвращение артиста, это своего рода перезагрузка всей индустрии к поп. Это событие вновь зажжет огонь в застывшем нарративе корейской музыки на мировом рынке и, похоже, окажет значительное экономическое влияние на весь спектр альбомов, туров и контента. BTS остаются наиболее убедительным доказательством силы кей-поп. А кое-кто словил мурашки.
Акции Hype показали самое резкое падение в цене среди акций основных музыкальных компаний. За неделю акции Hype упали на 6%, закрывшись на отметке 266 тысяч корейских вон, около $192. По данным Billboard, внезапное падение стало самым резким падением среди основных акций, связанных с музыкой, в период относительно умеренного движения рынка. Резкое падение последовало за сообщениями из Южной Кореи, указывающими на то, что полиция повторно выдала ордер на обыск и изъятие в отношении Бэнг Си-хаек. Председатель находится под следствием по подозрению в мошеннической торговле, связанной с первичным публичным размещением акций по Hype в 2020 году. Власти полагают, что Бэнг ввел в заблуждение ранних инвесторов относительно планов компании выйти на биржу, что могло повлиять на то, чтобы они преждевременно продали свои акции. Между тем, как сообщается, сделки, заключенные с частными инвестиционными компаниями, позволили Бэнг получить сотни миллиардов вон прибыли после того, как Hype стала публичным участником биржи. С учетом активного участия регулирующих органов и правоохранительных органов, последствия могут и дальше влиять на рыночные показатели компании. По мере углубления расследований K-pop-гигант может столкнуться с растущей неопределенностью инвесторов и скептицизмом общественности. Чангук не только охватывает все виды артистизма, он погружается до такой степени, что стал искусством, которым он делится с миром через свой вокал, заманчивые визуальные эффекты и завораживающие выступления. Все вокруг него становится частью его искусства, сплетается в великолепный гобелен, настолько, что искусство окружает Чангука до такой степени, что вся его жизнь кажется бесконечным исследованием и открытием искусства. Это эстетика Чангука. Когда Тэхён зачесывает волосы назад. Это так красиво. Тэхён делится своим волнением и решимостью с фанатами в преддверии своей демобилизации из армии 10 числа. 1 числа Тэхён загрузил в свою историю в Instagram скриншот приложения калькулятора даты выписки с подписью частный Helio D9. Тэхён, чья демобилизация запланирована на 10 число, сообщил, что до даты его демобилизации осталось всего 9 дней. На его фото профиля изображен Тэхён, кормящий овец в военной форме, что вызвало любопытство фанатов. Загрузив фотографию в Instagram, Тэхён посетил глобальную фандом-платформу Weverse и пообщался с фанатами. Один из фанатов спросил: «Тэхён, могу ли я спросить тебя о двух вещах, которые мне интересны? Как зовут Элия на фотографии? И ты кормишь овец? Пожалуйста, объясни». Тэхён ответил: «Тогда, когда я ходил в английскую школу сказок, я даже купил английское имя и 4 полных английских слова». Отвечая на пост фаната, который гласил: «Осталось 9 дней до моей демобилизации из армии, ты готов, Тэхён?»
Он выразил свое волнение при мысли о встрече со своими фанатами, сказав «Да». Что вы хотите сделать, что мне делать? На вопрос, есть ли что-то, чем вы больше всего хотите заняться после увольнения из армии? Он ответил, мне скоро предстоит встретиться с армией, они меня ждут, так чего же ты хочешь? Расскажи мне все. 11 декабря 2023 года, в день своего зачисления, Тэхён сказал своим поклонникам, «Думаю, я буду скучать по вам больше всего. Не иметь возможности видеться с армией – это самое трудное. Давайте создадим больше драгоценных воспоминаний, как мы всегда это делаем, и вернемся. Я так скучаю по вам, ребята, я так сильно вас люблю. Так что, пожалуйста, подождите до тех пор». Спустя 18 месяцев Тэхён поразил фанатов, выразив им свою любовь и благодарность, пообещав дать им все, что они пожелают. Танцевальная магия Чангука. Невероятная сила притяжения, которая заряжает нас энтузиазмом. Интересный факт. На мероприятии Чангук сказал, нам понравилась песня Boy in Love с первого прослушивания. Тем не менее, продюсер Бан Ши-хёк спросил, почему она вам понравилась. И мы ощутили бремя, связанное с выбором Boy in Love в виде заглавной песни. Как-то мы слышали, что Тэон из Girls' Generation упомянула фразу Manly Man, мужественные парни, и мы подумали, что это судьба. Так и было принято решение о заглавной песне. Чангук ссылался на 2013 Melon Music Awards, где выступали парни, а ведущая Тэон сказала насчет них «Мне нравятся мужественные парни». Если человека выбрали душа и сердце, все обязательно получится, вас ждут самые яркие воспоминания самой искренней любви. Заключительная речь Хосока на финальном концерте тура Hope on the Stage. В завершении. Хочу сказать вам еще кое-что. Честно, я был абсолютно уверен, что такой момент больше никогда не повторится. Именно поэтому я работал, не жалея себя, до изнеможения, до дрожи в теле. На каждом концерте я отдавал всего себя, даже когда чувствовал себя неважно. Потому что это выступление имеет для меня особое, почти священное значение. Оно важно не только как артисту, но и как человеку. Я прошел долгий путь, чтобы выйти к вам на сцену, в лучшей форме, с лучшим шоу, которое только мог вам подарить сейчас. Я думал, что достигнув 30, я больше не буду плакать. Думал, что после армии научусь сдерживать эмоции. Но каждый раз перед выходом на сцену я даю себе клятву быть честным, быть настоящим, быть полностью здесь, с вами. И это выступление, последнее в туре, я принял с еще большей ответственностью, с полной самоотдачей. Наверное, поэтому эмоции сегодня просто не отпускают. Простите, что так долго держал в себе слезы. И радости, и печали. Ведь все подходит к концу. Но знайте, я бесконечно благодарен, что мы дошли до финала вместе, без травм, плечом к плечу. И все же, давайте пока не прощаться. Шоу продолжается. Я в Осаке, и да, я знаю, я говорил уже не раз, это последняя песня, но вы ведь понимаете, впереди еще Энкор. Еще много света. И еще больше встреч. Как говорит название тура Hope on the Stage, я действительно счастлив, когда стою на сцене. Это мое место. И мне хочется верить, что вы чувствуете то же самое. Так что нет, это вовсе не конец. Я счастлив, что смог пройти этот путь с вами. Вы ведь со мной, правда?
Давайте же вместе погрузимся в наш с вами фиолетовый мир. Эра фиолетовых волос Чангука. Помните, как Чангук написал стихотворение, когда ему было всего 6 лет, и его брат выложил его в Инстаграм? У него такой аккуратный почерк, и то, как он превращал свои ошибки в украшения, он такой изобретательный и умный. Обратите внимание на Зайкины старания. И все-таки ему чертовски идет блонд. Чангук позволяет Тэхёну все. Чангук в одном из шоу сказал, что когда он впервые переехал в Сеул, он был шокирован высотой зданий, большими дорогами и так далее, и задавался вопросом, как он будет там жить. Он вспоминает, как в качестве стажера ел рамен из чашки перед магазином, думая о том, как он скучал по маме. Более чем уверен, что Чангуку было очень плохо из-за того, что он много плакал и беспокоил своих хёнов. Скорее всего, поэтому во времена дебюта он был очень тихим и робким ребенком. Глаза Тэхёна пожирают. Обожаю эту прическу Тэхёна. Вот бы в будущем увидеть ее еще раз. Ничего необычного, просто Тэхён мило позирует с диадемой, а сзади Чангук балуется, имитируя голоса персонажей из Спанч Боба.
во время фансайна в Еида в декабре 2015 года, когда фанат попросил Тэхёна нарисовать рождественскую елку, которая больше всего ему подходит, Тэхён нарисовал дерево с чем-то похожим на ветки. На вопрос фаната, что это такое, он ответил: «Воспоминания. Мои воспоминания висят на них». Как же мило творческое мышление Тэхёна и его блестящая игра слов, превращающая простой рисунок в поэтическую метафору его личного опыта. Тэхён буквально выглядит так, будто сейчас завалит и съест Чангука. Я даже через видео чувствую это sexual tension. Забавные факты про Тэхёна в 2015 году. Тэхён написал текст, музыку и спродюсировал песню «Hold Me Tight». Она стала первой его песней, которая зарегистрирована в Комко. На фан-встрече фанаты впервые пели собственную песню Тэхёна. Его целью в том году было попасть на показ мод в Париж, и он исполнил мечту. Родилась знаменитая цитата Тэхёна: «Когда станет тяжело, остановись на мгновение и посмотри, как далеко ты уже зашел. Не забывай, насколько это ценно. Ты самый прекрасный цветок на свете». В тот год он попал в больницу и пропустил шоу из-за солнечного удара во время японского тура. Тэхён сказал: «Я стану легендой». Не ревнует, а просто охраняет. К-медиа поделились статьей. Сольная песня «We Christmas Tree» превысила 450 миллионов прослушиваний на Spotify. Песня, выпущенная 24 декабря 2021 года, стала саундтреком к дораме и получила высокую оценку за эмоциональный вокал Тэхёна, усиливающий погружение в дораму. Мне кажется, или Тэхён в этом моменте просто забыл, что они не дома и вокруг камеры. Или было настолько игривое настроение, что не смог устоять и не пощупать любимые места. Чисто девиз Тэхёна: захотел – сделал. Чангук творит историю. У Seven теперь будет собственная ограниченная серия Funko Pop. Впервые сольная песня Чангука будет увековечена в виде коллекционной фигурки. Его мировой хит Seven будет воссоздан в формате Funko Roar и поступит в продажу 4 июля 2025 года на Amazon и Entertainment Yours. Ради этой улыбки хочется жить. Тэхён сказал: «Я надеюсь, что смогу придумать множество образов. Певец, сольный исполнитель, актер, позже фотограф или обычный старый Ким Тэхён. Или когда я займусь чем-то другим.
Я хочу создать так много разных образов, чтобы появились тысячи версий меня самого, и я смогу стать тем человеком, у которого есть новый я, достаточно хороший, чтобы делать что-то новое каждый день. Я думаю, что это моя заветная мечта, если говорить как артист. Второе место. Это так интимно. Каждый раз смешно, держись, Чангук. Вот что с Чангуком делают короткие шорты Тэхёна. Он был так заворожен своим Тэхёном, что забыл обо всем. Первое место. Их взгляды, когда они рядом, и их взгляды, когда им велели разойтись. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.